Доброго времени суток, дорогие друзья! С вами миссис Бакор. Сегодня мы с вами будем делать бесшовный вязаный паттерн в такой празднично-романтичной тематике. В моем регионе в этом году достаточно холодная снежная зима, да и вся эта праздничная атмосфера не оставляет меня равнодушной. И мне захотелось как-то передать вам частичку тепла от меня, пусть и виртуально. Сделать вязаный паттерн достаточно просто. Сложность может быть только в задуманном вами рисунке и переносе его в программу. Но тут все ограничивается вашим воображением. Не будем тянуть, открываем программу Adobe Illustrator, создаем новый файл. Для удобства включим отображение сетки. Для этого идем в View, Show Grid. Используя инструмент Ellipse Tool, нарисуем эллипс, уберем обводку и перекрасим его в ярко-красный цвет. Отлично! Теперь немного повернем его и, нажав правую кнопку мыши, выберем меню Transform, Reflect. Установим значение зеркального отображения на вертикальное и нажмем кнопку Copy, скопировать. Переместим нашу копию так, чтобы получился стежок в форме сердца. Выделим оба эллипса, нажимаем кнопку Unit на панели Pathfinder, чтобы объединить их в одну фигуру. Масштабируем и располагаем наш стежок так, чтобы было удобно с ним работать в сетке. Зажимаем клавишу Alt и передвигаем стежок вправо. Получаем уже две фигуры. Отдаляем немного рабочую область, чтобы лучше видеть всю картину. Теперь зажимаем сочетание клавиш Ctrl-D, которое повторит последнее действие. И как вы видите, получаем целую линию из таких стежков. Теперь выделим всю линию и, зажимая клавишу Alt, передвинем ее вниз. Обратите внимание, чтобы не было смещения и центры фигур совпадали. Супер! У нас уже две линии. Снова отдаляем и повторяем сочетание клавиш Ctrl-D, пока не получим целое полотно из стежков. Теперь сделаем их немного более объемными. Для этого создадим прямоугольник, перекрасим его в более темный красный цвет и поместим позади всех объектов. Для этого нажимаем правую кнопку мыши по прямоугольнику, Arrange, Send to Back. И чтобы не выбрать или сдвинуть случайно наш задний фон, залочим его. Для этого идем в объект, Lock, Selection. И теперь можно убрать сетку. Выделяем все наши стежки, выбираем инструмент Left Paint Bucket и нажимаем на любую фигуру. Обратите внимание, что наши слои преобразовались в группу Live Paint. Теперь снимем выделение со слоев, выбираем нужный нам цвет и можем одним нажатием перекрашивать необходимые для рисунка элементы. Если сделали ошибку, можно поменять цвет заливки на красный и перекрасить обратно. А если вдруг решите полностью сменить цвета в иллюстрации, то это можно сделать очень быстро с помощью инструмента Recolor Artwork. Более подробно об этом инструменте я рассказывала в одном из предыдущих видео. Оставлю на него ссылку здесь и в описании. Кому будет интересно, обязательно посмотрите. Так как мы сделаем из этого паттерн, я не буду перекрашивать весь рисунок. Достаточно определиться с повторяющейся частью. Когда все будет готово, идем «Объект», «Expand», «Ок». Не забудьте разблокировать нижний слой. Чтобы отделить наш будущий паттерн от остальной композиции, нарисуем прямоугольник. Чтобы лучше ориентироваться, зальем его контрастным цветом. И настроим его границы так, чтобы получился повторяющийся рисунок. Я поменяю прозрачность, чтобы видеть, где заканчивается ряд. Но еще можно включить контурный режим. Это окно View, Outline. Убедившись, что выставили правильно все границы, выделяем все и идем в панель Pathfinder. Нам нужна кнопка Crop, которая обрежет все лишнее по верхней фигуре. Нажимаем ее. Отлично. Осталось только сделать из этого кусочка паттерн. Идем в меню «Объект», «Паттерн», «Make». Появляется окно предпросмотра паттерна. Здесь можно его назвать, выбрать тип повтора, настроить размер. А здесь я рекомендую поставить значение в 50%,
чтобы лучше видеть, какая именно часть повторяется. Проверяем, что все правильно, и нажимаем кнопку «Done», которая появляется сверху. Таким образом, мы добавили узор на панель цветов, и теперь его можно добавить в качестве заливки к любой фигуре любого размера. Спасибо, что досмотрели до конца. Я надеюсь, данное видео было полезным для вас. Если да, лепи палец вверх и подписывайся на мой канал. Если остались вопросы, пиши в комментариях, все буду читать, всем отвечу. Ну а я увижусь с тобой уже в следующем ролике. Пока-пока.